Всем привет, с вами Елена, и это канал Вот бы мне. Друзья, есть одна новость, которая появилась несколько дней назад, но которую мы до сих пор не озвучили. Эти дни мы были очень заняты другим видео, которое вышло вчера, и домашними делами, потому что в ближайший месяц нас ждут кое-какие перемены. Но как только немного время освободилось, снимаем видео для вас. Новость, кажется, выглядит очень хорошей, особенно на первый взгляд. И так как на этот раз на нашем канале новость выходит с небольшим опозданием, скорее всего, вы о ней уже слышали. Ведь адвокаты и все, кто хоть как-то касается темы грин-карт и виз США в целом, написали, что это просто отличная новость. И на сайте Бюро консульских дел вышло официальное обновление о том, что руководство по приоритизации визовых услуг, изданное в ноябре 2020 года, официально отменено. Да, звучит круто, особенно для тех, кто понимает, о какой приоритизации идет речь. Но давайте разберемся, что тут может быть не так. Первое, что сразу вспоминается, так это то, что этот самый многоуровневый подход приоритизации начал действовать задолго до того, как официальные документы были опубликованы. Да, датируется документ ноябрем 2020-го, но узнали о нем только весной, уже задолго после того, как прокламации были сняты, и посольства, по идее, должны были начать выдавать визы победителям лотереи грин-карт. Где в таком случае гарантии того, что они не будут руководствоваться новыми документами или указаниями, о которых мы еще не знаем, но они могут оказаться не лучше предыдущих, а их нет, и вот почему. Во-первых, речь идет про отмену ноябрьских постановлений. Ну вот, Кертис Моррисон у себя в Твиттере опубликовала документ, датируемый февралем 2021 года, в котором черным по белому написано «выделять 75% всех ресурсов на обработку иммиграционных виз категории АР». То есть по факту один документ отменили, но другой или даже другие по-прежнему могут действовать. Во-вторых, никто не мешает отложить подальше такие категории виз, как DV, безо всяких документов и приоритизации. Ведь даже в постановлении 19 ноября четко написано, что несмотря на ослабевание ограничений, связанных с пандемией коронавируса, защита здоровья и безопасность сотрудников и соискателей виз все еще на очень важном месте. А потому посольства и консульства за рубежом имеют широкие полномочия по своему усмотрению определять, как расставлять приоритеты при назначении собеседований. По факту эти строчки прямо говорят о том, что полномочия расставлять приоритеты полностью передано в руки посольств. И мне кажется, что те посольства, которые проводили очень мало собеседований для DV 2021, вряд ли захотят что-нибудь менять. Ну и наконец, в-третьих, друзья, я в прошлых видео рассказывала вам о том, что государственные ответчики подавали и будут еще подавать апелляции на судебные решения для победителей DV 2020 и DV 2021. В том числе уже подана апелляция как раз на одно из решений, где шла речь про незаконность приоритизации. Да, в ходатайстве по Summary Judgment, о котором я рассказывала вчера, Говы посвятили не одну страницу оправданию приоритизации и попыткам доказать, что это правильное решение. Вы думаете, это просто так? Очень сомневаюсь. Хотели бы мы ошибаться, но мне кажется, что все это не что иное, как пыль в глаза. Делают вид, что официально отменяют то, что суд признал произвольным и незаконным, а по факту все это и дальше будет действовать. Но делают они это, конечно, не просто так. Ни для кого из нас, я думаю, не секрет, да и для Говов тоже. Адвокаты уже разрабатывают новые судебные иски для победителей DV 2022, и наверняка во многих из них как раз эта незаконная приоритизация была одним из, так сказать, правовых столпов, вокруг которых выстраивается все дело. И теперь официально ее отменив, возможности использовать это в суде у адвокатов, по идее, больше нет. Как видите, году DV 2020 и DV 2021 был непростым, и скорее всего он не будет легче и у DV 2022. Мы, как и всегда, будем следить за всеми новостями и делиться самыми важными из них с вами максимально оперативно. И если у нас долго не выходят новости на тему DV 2020 и 2021 или на тему собеседований по конкретным странам, это вовсе не означает, что мы за этим не следим. Скорее всего, это говорит о том, что с момента выхода последних видео на эту тему ничего не изменилось. Так что оставайтесь на связи, чтобы быть в курсе событий одним из первых. Ну а на сегодня все, друзья. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.